Всем привет, гайс! Сегодня, как я и обещал в Телеграме, мы будем разбирать ваши работы. Постараюсь как можно меньше их перерисовывать и давать вам как можно более информативный фидбэк. А первую работу нам прислал подписчик с ником Бизон. И здесь мы видим просто офигеннейший портрет девушки в фэнтези-стиле с очень необычным головным убором. А первое, что я заметил, это то, что персонаж повернут к нам под абсолютно прямым углом. Но если мы возьмем и проведем центральную линию, то мы сразу заметим, что наша корона, еремная впадина и грудь слегка смещены относительно этой центральной оси. Так что предлагаю сразу это исправить. Для этого мы заходим в пластику и немного двигаем эти места туда, куда нам нужно. С короной так поступить не получится, поэтому вырезаем ее и перемещаем вручную, отдельно центруя каждый элемент. Следующее, на что я обратил внимание, это шея. Автор довольно четко обозначил грудино-ключично-сосцевидные мышцы, но область в центре выглядит как одно большое углубление. Если мы обратимся к референсу, то мы увидим, что между двух цилиндров грудино-ключично-сосцевидных мышц входит третий, большой цилиндр гортани. Он уходит внутрь шеи под небольшим углом, активно показывая объем верхней части и уходя немного вглубь в нижней. Также обратите внимание, что перепады света между этими массами выглядят довольно сглаженно. Это связано с тем, что все эти структуры сверху покрыты мускулом под названием платизма или же широкая мышца шеи. Она как бы обволакивает все эти объемы, смягчая перепады высоты. Что касается крепления мышцы, то она делится на два пучка. Грудинный, который крепится к верхней части грудины, и ключичный, который крепится к верхнему краю ключицы. Как вы можете видеть на этих референсах, из-за генетической вариативности у некоторых людей ключичная головка может быть очень слабо развита и визуально почти никак не выделяться, а у некоторых она может быть сильно выражена, и мы будем видеть вот такое раздвоение этих мышечных пучков. У кого-то эти мышцы выглядят толстыми и мощными, а у кого-то довольно тонкими. Так что относительно крепления этой мышцы, во-первых, эта зона должна быть слегка пошире, а во-вторых, медиальный, то есть грудинный пучок, будет крепиться немного пониже, на рукоятке грудины. Как мы уже выяснили, рендер этой части шеи очень сильно зависит от референса, который вы выберете, и ваших личных предпочтений. Но так как в этом положении эти мышцы не слишком напряжены, то в среднем это будет выглядеть примерно вот так. Ну и давайте сразу уберем вот эту темную линию, которая проходит под нижней челюстью, потому что она слегка не вписывается в наш реалистичный рендер, а также немного уменьшим шею в ширину. Следующее, что я заметил, это то, что у нее очень большие трапециевидные мышцы, а также то, что если мы увеличим размеры композиции и попробуем дорисовать ее тело так, чтобы мы могли увидеть края ее плеч, то обнаружим, что у нее очень широкие плечи и узкая грудь. Если мы посмотрим на референс, то сможем заметить, что грудь по ширине обычно занимает всю ширину грудной клетки, а также то, что трапеция, особенно у женщин, имеет куда более спокойный угол наклона. Конечно, мы точно не знаем, какой именно тип телосложения автор имел в виду, но давайте все-таки немного подредактируем эти пропорции. Для этого я снова использую пластику, изменяя соотношение груди и трапециевидных мышц и немного перерисовываю края плеч. Далее я решил просто добавить немного общего объема с помощью теней. Для этого я создаю слой в режиме Multiply и просто рисую мягкой кистью там, где нужно сделать тени более заметными. В нашем случае свет падает сверху с лицевой стороны персонажа, так что добавляем тени туда, куда он попадал бы меньше всего. Потом я заметил, что один из маленьких самоцветов на короне немного смещен, и поправил его. Ну и раз уж нам выпал подобный шанс, давайте покажу вам, как легко заставить подобные вещи светиться. Для этого мы берем мягкую кисть в режиме Color Dodge, выбираем такой же цвет и легкими касаниями рисуем поверх, получая вот такой вот эффект. Главное, помните, что нужно рисовать на основном слое и что с этим эффектом очень легко переборщить. Затем я добавляю немного голубых оттенков на саму оправу и рога. Они призваны показать свет, отраженный от наших драгоценных камней, и придать короне немного более целостный вид. А далее мы переходим к глазам, и чтобы лучше понять, почему они выглядят скорее кукольными, нежели человеческими, нам нужно поближе рассмотреть одну анатомическую деталь. Дело в том, что форма глаза такова, что верхнее веко и ресницы пропускают очень мало света, падающего сверху, а как я уже говорил ранее, освещение сверху в нашем случае является основным источником света, так что мы должны видеть немного более отчетливое затемнение в верхней части глазного яблока. А что касается самого зрачка, то в нашем случае он выглядит так, будто в него светят фонариком или вспышкой фотоаппарата, но если мы взглянем на референс с похожим освещением, то увидим, что зрачки выглядят куда более темными. Как видите, после внесения этих небольших изменений, глаза персонажа сразу оживают и в них появляется душа. После этого я немного затемняю область нижних век, добавляю в глаза еще один ненавязчивый блик и делаю переход в месте начала роста бровей более плавным. А теперь давайте немного поговорим о губах. Конечно, в первую очередь стоит сказать, что существует 8 миллиардов различных вариаций губ, и в принципе они могут выглядеть совершенно как угодно. Но так как мы не имеем изначального референса, я считаю, стоит упомянуть, что все-таки в большинстве случаев нижняя губа по высоте немного больше верхней. Чтобы быстро изменить размер губ в Photoshop, есть специальный алгоритм считывания лиц, который находится в фильтре Liquify по нажатию хотке Ctrl-Shift-X. Здесь в разделе Mouse мы можем менять размеры губ с помощью буквально
одного ползунка, что очень удобно. Так что мы буквально за несколько секунд делаем пару миллилитров в нижнюю губу и слегка уменьшаем верхнюю. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это то, почему нижняя губа выглядит слегка плосковатой. Если мы посмотрим на то, как это выглядит в реальной жизни, мы увидим, что в случае, когда свет падает сверху, принимать его будет в большей степени верхняя часть нижней губы, а нижняя часть будет темнее. В нашем же случае блик находится на нижней части губы, что немного сбивает нас с толку и не дает правильно считывать объем. Все, что нам нужно, это немного изменить тональные взаимоотношения, и наша губа сразу начнет ощущаться более объемной. Теперь немного изменим форму тени под нижней губой, и область губ готова. Ну и наконец пришло время разобраться с кожей. Возможно, вы заметили, что красный цвет губ перетягивает на себя слишком много внимания. Это связано с тем, что кожа лица нашего персонажа не достает красных оттенков. Дело в том, что под кожей средней трети лица находится большое количество сосудов, которые при воздействии света начинают просвечиваться, подсвечивая текущие в них эритроциты и придавая коже в этой области красноватый цвет. Чтобы это исправить, мы создаем слой в режиме Soft Light и мягкой кистью добавляем красный в эту зону. Главное помнить о том, что если персонаж перед этим не бежал или не находится на холоде, этот эффект должен быть едва заметным, поэтому уменьшаем прозрачность слоя примерно до 30%. Также красного цвета можно добавить в область соприкосновения глазного яблока и нижнего века, так как эта зона сильно насыщена капиллярами, она почти всегда имеет розоватый оттенок. Конечно, этот эффект на коже будет заметен не всегда, но в случаях, когда его можно использовать, не стоит упускать эту возможность, потому что он придает коже более живой и красочный вид. Следующий пункт я бы не назвал однозначной ошибкой, это скорее стилистическое решение. Если мы возьмем пипетку и немного потыкаем по рисунку, то мы увидим, что задний фон, волосы и кожа находятся примерно в одном и том же цветовом диапазоне между красным и желтым. И это делает объем в композиции чуть более плоским, чем он мог бы смотреться. Чтобы уйти от этого однообразия, я предлагаю выделить задний фон маской, создать слой Selective Color и добавить немного синего и голубого. Заметьте, что я не делаю фон на самом деле синим, и если мы возьмем пипетку и выберем этот цвет, то мы увидим, что он просто сместился в сторону синих оттенков. Я просто сделал его холоднее относительно того, каким он был, за счет добавления в него синего цвета и тем самым уменьшения насыщенности. И хоть это и не так просто заметить, глубина сцены стала ощущаться чуть-чуть лучше, и наш персонаж немного сильнее вышел на передний план. Также благодаря этому кожа стала ощущаться немного более теплой за счет увеличения контраста температуры. После этого я заметил одну распространенную ошибку при рисовании носа, когда вот это пространство между двумя ноздрями соединяют одной сплошной темной линией. Дело в том, что в этой части нос плавно перетекает в губной фильтрум, и мы не будем видеть такого резкого перехода формы. Если же говорить о более общем ощущении от работы, то при желании добавить драматичности можно еще сильнее усилить теневые и световые акценты. Ну и наверное на этом мы остановимся, потому что дальнейший рендер уже слишком сильно изменит первоначальный вид работы. Надеюсь, мне удалось улучшить этот и без того отличный рисунок, ну и наверное вы уже немного подзабыли, как он выглядел изначально, так что пришло время показать вам до и после. Конечно, вы не обязаны всегда делать все именно так, и это всего лишь одна из возможных вариаций того, как это сделал бы я. Поэтому главное помните о том, что вы не должны ограничивать свой творческий потенциал. Ребята, если вы хотите прислать свои работы для подобного разбора, то вы можете сделать это в моем телеграм-канале по ссылке в описании, найдя вот этот пост, либо написать мне в комментариях под любым другим постом. Если же у вас нет такой возможности, то вы можете сделать это в моем паблике ВКонтакте схожим образом. Единственное, о чем хотелось бы вас попросить, по возможности прикладывайте, пожалуйста, референсы при их наличии, потому что с референсами я смогу дать вам намного более качественный и информативный отклик. Ну а мы переходим ко второй работе, которую нам прислал подписчик с никнеймом Ната. Надеюсь, я правильно поставил ударение, заранее извиняюсь, если нет. И здесь мы видим просто нереально крутой стилизованный портрет девушки, который мне очень понравился. И на самом деле я вижу здесь всего одну существенную ошибку. Это вот эти темные линии, обозначающие нижнее веко. Во-первых, они делают ее взгляд очень уставшим, потому что нижняя линия создает эффект мешков под глазами. И если ее убрать, мы сразу увидим, как она повеселеет. А во-вторых, если мы попробуем разобраться в том, как лайн используют, например, аниме-художники, то мы увидим, что темные линии располагаются в тех местах, где мы видим самые сильные перепады тона, а именно на месте роста ресниц и на складке верхнего века. И если мы взглянем на глаз поближе, то мы увидим, что на нижнем веке нет настолько резких перепадов тона, чтобы мы имели основания провести здесь такие линии. Мы можем даже размыть изображение, чтобы лучше увидеть места, где профессиональные художники обычно используют лайн. Также стоит отметить, что с этого ракурса мы будем видеть всю кромку нижнего века, а не только ее левую или правую часть. Конечно, мы могли бы использовать одну из этих линий для изображения ресниц, но так как в целом в работе преобладает более реалистичный стиль, то предлагаю сделать эти переходы более плавными и отдельно нарисовать упрощенные реснички. Теперь давайте сделаем зрачок более темным, потому что обычно это самая темная часть глаза, так как она поглощает почти весь попадающий в нее свет. Далее введем принцип иерархии лайна, делая линии толще в местах, где присутствует затенение, и тоньше в местах, куда попадает
попадает много света, и сделаем блики в глазах более яркими, так как персонаж очевидно смотрит на какой-то очень яркий источник света. На этом моменте я заметил, что этот глаз смотрит как бы на нас, а другой направлен немного влево, и судя по расположению зрачка, персонаж должен смотреть именно в сторону, так что я немного изменил один из глаз, чтобы они соответствовали друг другу, после чего нарисовал в глазах несколько более нейтральных бликов и добавил красного цвета в нижнюю часть глаза и место расположения слезного мясца по аналогии с первым рисунком. Ну и вот такой вот эффект мы получили внутри глаз. Теперь давайте сделаем губы немного более отчетливыми, потому что сейчас они почти что сливаются с кожей вокруг них, а мы, конечно же, хотим, чтобы они были как можно более сочными. Ну и если мы немного повернем рисунок и проведем нашу стандартную центральную линию, то увидим, что наш нос смотрит немного вправо, так что используем пластику, чтобы это исправить, заодно делая его немного пошире. Теперь давайте немного поговорим о свете. Судя по теням сбоку носа и на стене, наш источник света светит с левой стороны немного сверху, так что у нас не может быть такой отчетливой тени под носом с левой стороны, потому что вот эта область будет подсвечена. И наоборот, справа мы скорее всего будем видеть более выраженную тень на боковой поверхности носа. Что касается анатомии самого носа, то если мы посмотрим на референс, то увидим, что в крайней части ноздри как бы закручиваются обратно вовнутрь вот таким вот образом. Так что давайте все это поправим, чтобы продолжить наши изменения. Ну и вдобавок давайте применим уже знакомый нам принцип подповерхностного рассеивания, потому что при таком освещении свет будет проходить нос буквально насквозь, подсвечивая сосуды внутри, создавая оранжевые и ярко-красные оттенки даже в тенях. И немного утрируя этот эффект, мы можем получить вот такой вот прикольный результат, придающий коже лица больше жизни. Ну и в принципе можем добавить на кожу вот здесь оранжевых оттенков, отраженных от волос. Далее я затемняю вот эту прядь, потому что она уходит вглубь и на нее будет попадать меньше света. И изменяю форму волос вот здесь, потому что у нас в этом месте получается какой-то слишком острый угол, который выглядит не очень органично. После чего, используя пластику, немножко опускаю внутренний край глаз и поправляю различия в толщине бровей. Ну и если на улице светит солнце, значит там относительно чистое небо, а следовательно участки, не освещаемые прямыми солнечными лучами, будут заливаться рассеянным синим цветом этого самого неба. Так что мы можем добавить синего в тени, чтобы сильнее показать этот эффект. Еще хотелось бы показать вам одну прикольную штуку. Художники, которые рисуют в похожем стиле, часто используют вот такую кисть, которая по сути своей представляет собой 7 параллельных линий. Она добавляет немного такой прикольной текстуры, которая разбавляет слишком однородные паттерны вроде вот этого свитера или чего-то подобного, делая рисунок немного интереснее. А добавлять ее можно в принципе куда угодно, будь то волосы, одежда, задний фон или что-либо еще. Кому-то нравится, кому-то нет, в принципе подумал, почему бы не показать вам такую прикольную фишку. Ну и вот наш результат до и после. Надеюсь, вы сможете подчеркнуть из этого для себя полезную информацию, а мы идем дальше. А следующую работу нам прислал Александр Юрс с комментарием: в рисовании я конкретный новичок, поэтому что есть, то есть, на ваш суд. И первое, что я хотел бы сказать, это то, что для новичка это просто нереально крутая работа. Основные черты лица запечатлены очень хорошо, и я бы сказал, что мы видим сходство примерно на 95%. Ну и у нас наконец-то есть референс, так что начнем с того, что перейдем рисунок и референс в ЧБ. Я не знаю, как это рисовал конкретно наш подписчик, но я бы настоятельно рекомендовал всем начинающим цифровым художникам, рисующим в реализме или полуреализме, начинать работу именно с ЧБ. Да и в принципе большинство даже самых-самых топовых художников начинают свои работы с черно-белого наброска, так как цвета сильно искажают восприятие яркости и контролировать тональные взаимоотношения становится намного тяжелее. Давайте сразу подвинем референс поближе, чтобы вам было лучше видно, и проведем центральную линию, после чего разделим лицо на 3 отрезка, границы которых проходят по нижней части носа и месту роста бровей. Как мы видим на референсе, эти 3 части примерно одинаковы, в то время как на нашем рисунке 2 нижние части приблизительно равны, но верхняя выглядит слегка больше, так что предлагаю сразу это пофиксить с помощью пластики. Вообще я постараюсь сильно не зацикливаться на светотеневых неточностях, потому что это навык, который просто приходит вместе с количеством нарисованных работ, так что давайте быстро пробежимся по пропорциям и светотени. Для начала посмотрим сюда. Носогубная складка на нашем портрете входит в нижнюю часть ноздри, но как мы видим на референсе, в действительности она начинается с ее верхней части, соединяясь с верхней линией крыльев носа. Далее попрошу обратить внимание на вот эту область. Как мы видим на референсе, свет довольно равномерно распределяется по всей поверхности нижней челюсти, постепенно угасая, в то время как на нашем рисунке он резко обрывается вот в этом месте, на что нет никаких очевидных причин, так что мы позволяем свету пройти дальше и переходим к области шеи. Несмотря на то, что кусочек шеи, который мы видим, очень небольшой, на нее попадает довольно-таки много света. На нашем же рисунке она полностью находится в тени, из-за чего у головы нет визуальной опоры и она находится в слегка подвешенном состоянии, так что мы возвращаем ей фундамент. Примерно так же дела обстоят с ухом и волосами на этой стороне. На референсе ухо имеет примерно такой же тональный диапазон, как и лицо, а на нашем рисунке оно полностью погружено в тень, так что предлагаю вернуть свет в эту зону и перейти к области скул. На нашем рисунке форма скулы уходит вверх, резко обрываясь вот в этом месте. На референсе
референсе же эта форма плавно уходит в сторону уха. Это связано с тем, что скуловая кость, которая образует эту форму, не заканчивается в этой области, а уходит дальше, соединяясь с височной костью. Так что давайте дорисуем ее продолжение и рассмотрим область немного выше. Если условно разделить голову на передний и боковой план, мы увидим, что зона в районе виска на референсе гораздо темнее, чем у нас, так как в этом месте голова уже начинает заворачивать, уходя от прямого попадания света, поэтому мы ее затеняем. После этого я заметил, что область губ на нашем рисунке имеет примерно такую же проблему, как и в первой работе в видео. Мы не видим перепадов тона, показывающих форму в пределах каждой отдельной губы, из-за чего они кажутся почти полностью плоскими, а также верхняя губа уходит почти в абсолютный черный цвет, так что я немного вытаскиваю ее оттуда, добавляя градацию тона. На этом моменте хотелось бы сказать, что я не рекомендую новичкам использовать вот такие пережженные референсы, где темные и светлые области сливаются в одно большое пятно черного или белого цвета, потому что референсы нужны для того, чтобы давать вам информацию, а в таких местах информация об объеме просто отсутствует, и без должного опыта вы не сможете правильно нарисовать эти области, если захотите использовать немного другое освещение. Далее, если мы проведем вниз направляющие линии от уголков глаз, мы заметим, что нос на нашем рисунке в ширину значительно меньше, чем на референсе. Это же касается и высоты крыльев носа, которую мы можем проверить схожим образом. Когда вы рисуете портрет и хотите, чтобы он был похожим на референс, всегда старайтесь мысленно проводить такие геометрические линии, чтобы сравнивать размеры разных частей лица. Ну или немысленно, в принципе в этом и прелесть рисования с фотографией, что вы всегда можете просто взять и нарисовать что-то поверх референса. Теперь взглянем на область вверху носа, и в этом нам снова поможет Костян, так что давайте вернем его на место. Как мы можем видеть на черепе, объем носовой кости как бы входит под объемы надбровных дуг, и этот же эффект мы можем наблюдать на референсе в немного более смягченной форме. На нашем же рисунке эти формы заканчиваются, не доходя друг до друга, образуя в этом месте вот такую плоскость, которая здесь быть не должно. А также вот в этом месте нос начинает переходить в надбровную дугу слишком рано, так что исправляем это и переходим к бровям, которые, во-первых, слишком сильно наклонены внутрь, делая выражение лица более злым, чем оно есть, а во-вторых, слишком темные, поэтому они перетягивают на себя слишком много внимания, забирая его у глаз. А в портрете, особенно в этом, глаза имеют первостепенную важность. Также обратите внимание, что вот в этом месте объемы лобной кости как бы накладываются друг на друга, а у нас из края брови выходит прямая линия. Что касается глаз, то здесь все немного сложнее. Начнем с того, что на референсе сама по себе структура глаза вертикально более овальной, почти что круглой формы. Линия ресниц не такая толстая и массивная, и высота верхнего века значительно больше, чем у нас. Также важно отметить, что несмотря на темную косметику, нижнее веко подсвечено основным источником света сверху, и на референсе мы отчетливо это видим, в то время как у нас оно остается почти полностью черным. Далее вот это расстояние от носа до глаза на референсе гораздо меньше. На нашем рисунке оно было больше и изначально, но увеличилось еще сильнее, когда мы изменили место перехода носа в надбровную дугу. Ну и основной момент заключается в форме самих век. На референсе форма нижнего века более спокойна и лишь немного поднимается ближе к краю. У нас же мы видим довольно-таки сильный изгиб. Примерно так же ситуация обстоит и с верхним веком. В реальности оно представляет собой форму немного отвернутого от нас эллипса, в то время как на нашем портрете присутствует резкий изгиб в середине. Что ж, изменяем глаза, а теперь стоит вспомнить и о дальней части лица, которая выглядит немного плоской из-за недостаточного затенения на краю. И в дополнение к этому исправляем всякие мелкие нюансы, вроде того, что носогубная складка расположена под слишком сильным наклоном вниз. Ну и наконец, волосы. Обычно они действительно делятся на пряди, и рисовать их, разделяя на формы такого размера, это отличная идея. Но конкретно в этом случае на референсе мы видим модельную укладку, которая придает волосам форму практически ровной сферы. Судя по всему, автор взял идею с прядями вот отсюда, где мы все же видим несколько выделяющихся форм. Но почему на референсе это смотрится органично, а в нашем случае нет? Дело в том, что на фото они выделяются очень слабо и находятся только в одном месте, а на нашем рисунке они выделяются довольно сильно и создают слишком однообразный повторяющийся паттерн, которых в большинстве случаев лучше избегать. Технически, если сделать эти пряди не такими однородными, то можно нарисовать волосы и так, здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Но для галочки мы просто повторим референс. Возвращаясь к глобальным пропорциям, я заметил, что у нас слишком длинная нижняя челюсть, чуть-чуть длинноватый нос и что мы видим слишком широкую область дальней половины лица. Так что поправляем эти места пластикой, ну и наверное на этом с пропорциями мы остановимся, потому что в конце концов наша цель указать основные ошибки, а не идеально скопировать референс. И вот собственно что у нас получилось по светотени. До и после вы сейчас видите на экране. Ну и давайте перейдем к тому, ради чего я собственно все это затеял. Как покрасить работу так, чтобы на ней не было вот таких вот цветовых пятен? Существует множество способов это сделать. Конкретно сегодня мы рассмотрим метод с использованием кривых и режима наложения Soft Light. Итак, для начала нам нужно задать базовый тон кожи. Для этого мы создаем корректирующий слой под названием Curves, или кривые на русском. Что это такое? Вдаваться в подробности мы сейчас, конечно же, не будем, но если вкратце, здесь
здесь есть 4 канала. Первый общий, отвечающий за яркость, и 3 отвечающих за красный, зеленый и синий цвет соответственно. Внутри каждого из них мы видим вот такой вот график, в котором горизонтальная ось представляет собой заложенный в нашем изображении диапазон яркости, а вертикальная существует для внесения в этот диапазон изменений. Чтобы получить стандартный оранжевый тон кожи, нам нужно смешать красный и желтый цвет. Для этого мы поднимаем график в середине на красном канале и опускаем на синем, потому что желтый мы получаем, вычитая из синего, голубой вычитая из красного и фиолетовый вычитая из зеленого. По такому принципу работает цветовая модель RGB. В общем, с помощью кривых мы получаем вот такой вот нейтральный базовый цвет кожи. И затем с помощью маски, которая прилагается к каждому корректирующему слою, ограничиваем область его воздействия. После чего мы создаем еще один слой кривых, на котором добавляем уже только красного. После чего при выделенной маске инвертируем ее нажатием клавиш Ctrl-I и далее проявляем этот эффект, рисуя на ней мягкой кистью белого цвета, добавляя красного там, где мы этого хотим. Чтобы получить реалистичную кожу, главное наносить цвет максимально плавно и постепенно, чтобы изменения были едва заметными. Кривые сами по себе изменяют цвет довольно плавно, но и мы в свою очередь делаем это легкими касаниями самой мягкой кистью, добиваясь максимально сглаженного эффекта. После чего поверх всего этого создаем слой в режиме Soft Light и начинаем рисовать нужными нам цветами, к примеру добавляя бордового цвета на губы и голубого в глаза. Охладить тени, как это хотел сделать автор, мы тоже можем с помощью кривых. По аналогии с красным мы добавляем теперь уже голубого и синего, после чего инвертируем маску и проявляем этот эффект в тенях. Хотелось бы все-таки максимально задушнить и еще раз акцентировать внимание на том, что в этом процессе главное не спешить. Наносите цвет поэтапно, и у вас обязательно получится реалистичный тон кожи. Ну и собственно вот результат до и после. Огромное спасибо всем, кто прислал свои работы на разбор. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, предлагайте свои идеи для следующих роликов в комментариях. Ну а на сегодня на этом все. До новых встреч.